Не стоит думать все время, как перестать жить в голове. Ты когда-нибудь чувствовал себя морально или эмоционально опустошенным, без видимой причины? Будто тяжесть приходит не извне, а изнутри? Если да, это послание для тебя. Мы живем во времена, когда тишина стала редкостью, а мышление — постоянным. Ум стал бесконечной лентой новостей, мысленным потоком, который не остановить. Мы постоянно анализируем, сравниваем, планируем, сожалеем, фантазируем и каким-то образом убедили себя, что все это необходимо. А что если нет? А что если настоящая ловушка не снаружи, а внутри? Внутри стен нашего переутомленного разума. Что если ясность приходит не от большего количества мыслей, а от их отсутствия? Ловушка постоянного мышления. Современная жизнь вознаграждает интеллект. Решение проблем, многозадачность, ментальная гибкость — именно эти навыки получают признание и продвижение. Но когда ум становится слишком активным, он начинает управлять твоей жизнью, а не служить ей. Мы путаем мышление с жизнью. Мы уверены, что каждую проблему нужно решить в голове, каждую тишину заполнить размышлениями. Мы носим себе ментальные списки дел, как невидимые рюкзаки. Даже в отдыхе ум продолжает работать. Даже в покое он тревожится. Вот в чем ловушка. Мы думаем, что, бесконечно анализируя, приближаемся к истине. Но на самом деле только отдаляемся от настоящего момента. Когда разум не знает покоя. Есть тихая плата за переизбыток мыслей, то, что редко замечают. Постоянный фоновый шум в голове истощает. Он отнимает энергию, креативность, даже моральные силы. Почему? Потому что когда разум не отдыхает, ты никогда по-настоящему не появляешься в собственной жизни. Сверхмышление отключает нас от тела, от настоящего, от близких. Оно заставляет нас раздумывать о жизни, вместо того, чтобы жить. Именно поэтому многие чувствуют усталость без причины. Потому что бесконечные мысли эмоционально истощают. Это как постоянно нажимать газ, пока машина стоит на месте. Шум есть, движения нет. Сила отпускания. Как остановиться? Как не думать, если думание — все, что мы знаем? Начинается все с одного простого осознания. Ты — не твои мысли. Ты — это то, что осознает мысли. Ты — тишина, в которой мысли появляются. Истинная ясность приходит не от анализа, а от выхода из этого бесконечного ментального потока. Не нужно решать каждую проблему в уме. Не нужно искать идеальные ответы на все. Иногда ответ — это покой. Ответ — это присутствие. Когда ум молчит, говорит жизнь. В тишине между мыслями жизнь начинает шептать. Именно в такие моменты, во время прогулки под небом, в чашке чая, в дыхании, возвращается нечто настоящее. Присутствие. Правда. Ты сам. Тишина — это не пустота. Это пространство. Это открытость. Это то место, где заканчивается шум и начинается ясность. И самое прекрасное, тебе не нужно это заслуживать. Нужно просто позволить. Свобода быть. Быть живым — это не думать все время. Это чувствовать. Дышать. Существовать без спешки, без оценок, без внутреннего контроля. Есть удивительная свобода просто ничего не делать.
Не планировать. Не решать. Просто быть. Потому что ты не был создан, чтобы жить в голове. Ты был создан, чтобы жить. Заключение. Если ты устал от внутренней гонки, если чувствуешь выгорание без причины, может, пришло время отступить от шума. Отпусти идею, что ты должен быть всегда включен. Позволь уму отдохнуть. Впусти тишину. Потому что когда ум замолкает, говорит жизнь. You shouldn't think all the time. How to stop living in your head. Have you ever felt morally or emotionally exhausted, without even doing anything? A heaviness that seems to come not from outside responsibilities, but from within? If so, this message is for you. We live in an age where silence is rare, and thinking is constant. The mind has become like a never-ending newsfeed, a stream of thoughts that loops and scrolls and never truly lands. We're constantly analyzing, judging, planning, regretting, imagining, and somehow, we've convinced ourselves that all of this is necessary for survival. But what if it's not? What if the real trap isn't outside of us, but inside, within the walls of our overactive minds? What if clarity doesn't come from thinking more, but from thinking less? The trap of constant thinking. Modern life rewards intellect. Problem-solving, multitasking, mental agility, these are the skills that get praised and promoted. But when the mind becomes too active, it starts to run your life instead of serving it. We start to confuse thinking with living. We assume that every issue must be solved in our head, that every silence must be filled with analysis. We carry mental to-do lists like invisible backpacks. Even in rest, the mind churns. Even in peace, it worries. This is the trap of overthinking. We believe that by endlessly dissecting our thoughts, we're getting closer to the truth. But in reality, we're only drifting further from the present. When the mind never rests. There's a quiet cost to mental overuse, one we rarely acknowledge. The constant hum of thought exhausts us. It drains our energy, our creativity, and even our sense of morality. Why? Because when the mind never rests, you never truly arrive in your own life. Overthinking disconnects us from the body, from the now, and from the people we love. It keeps us analyzing how to live, instead of simply living. That's why many of us feel tired for no reason. Because thinking, constant, circular, unresolved thinking, is emotionally draining. It's like revving the engine while the car's parked. No movement, just noise. The power of letting go. So how do we stop? How do we not think, when thinking is all we've ever known? It begins with this realization: you are not your thoughts. You are the awareness behind them. You are the silence in which those thoughts appear. True clarity comes not from overanalysis, but from stepping out of the thought stream altogether. You don't need to solve every problem in your mind. You don't need to find the perfect answer to every question. Sometimes, peace is the answer. Presence is the answer. When the mind quiets, life speaks. In the stillness between thoughts, life begins to whisper. It's in these moments, walking under the sky, sipping a quiet cup of tea, watching your breath rise and fall, that something deeper returns. A sense of grounding. Of truth. Of self. Silence is not emptiness. It's space. It's openness.
It's where the noise ends and clarity begins. And the best part? You don't have to earn it. You just have to allow it. The freedom to be. To be alive is not to think all the time. It is to feel. To breathe. To exist, without rush, without judgment, without a mental spreadsheet running in the background. There is a beautiful freedom in doing nothing for a moment. Not planning. Not fixing. Just being. Because the truth is, you were never meant to live in your head. You were meant to live. Final thought. So if you're tired of the internal race, if you feel drained for no visible reason, maybe it's time to step away from the noise. Let go of the belief that you must always be on. Let the mind rest. Let the silence in. Because when the mind quiets, life speaks.